Здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Спицами и крючком». После того, как я в прошлом году сделала мастер-класс одного чудесного ангелочка, от подписчиков поступило много просьб делать больше подобных проектов. Так как мастер-класс последнего ангела для некоторых оказался слишком сложным, я решила в этот раз взять более простой проект, хотя сам ангелочек, на мой взгляд, получился очень даже симпатичным. Мастер-класс этого ангела немного проще, и к тому же внутри видео можно найти также схемы, которые помогут вам разобраться с узором ангелочка. Если будут вопросы, обязательно задавайте, отвечу с удовольствием. Желаю вам приятного просмотра и легких петелек. Следующим рядом мы соединяем обе части между собой. Вот я уже соединила здесь. Я делаю воздушную петлю и перехожу на другую часть туловища. И делаю здесь столбик с накидом в первую петлю. И дальше вяжу воздушную петлю и столбик с накидом. То есть у нас получается 20 таких комбинаций столбиков. Столбик, одна воздушная петля, столбик, одна воздушная петля. Вот мы заканчиваем этот ряд. Последняя петелька. И соединяем его со следующей, с другой частью. Между собой. Затем следующий ряд мы вяжем таким же образом. Мы делаем 2 воздушные петли для подъема, затем одну петлю для перехода и вяжем в каждый столбик просто столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. В третьем ряду туловища мы делаем постепенное прибавление, то есть мы вяжем каждую вторую петлю, мы делаем прибавление. Например, вот здесь у меня был столбик, я делаю воздушную петлю и делаю столбик с накидом между петлями, воздушную петлю, делаю еще раз воздушную петлю и столбик, столбик. То есть у нас здесь получилась прибавка. Следующую я вяжу без прибавки, то есть только в каждую вторую, чтобы она постепенно увеличивалась. То есть здесь я провязала без прибавки. Дальше опять вяжу прибавку, промежутки. И в столбик. А дальше просто в столбик.
Точно так же я вяжу и следующий ряд. То есть 4-й ряд я тоже вяжу таким же образом. Я делаю постепенные прибавки в каждую вторую петлю. В конце 4-го ряда туловища у нас должно получиться 40 столбиков и в промежутке с воздушными петлями. С последний ряд мы вяжем через 2 на 3 прибавку. Таким образом. Вот. Теперь мы начинаем 5-й ряд. В 5-м ряду я вяжу 2 воздушные петли для подъема, 1 воздушную петлю для перехода. Делаю столбик с накидом. И в под следующие воздушные петли я делаю такую же комбинацию, какую мы делали на рукавах. Такие пышный столбик. Пышный столбик делаю и столбик, столбик. Вот такой вот получается как бы. Затем я делаю 2, просто одну в одну воздушную петлю и столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. Мы сделаем 3 раза. 3 раза, да. 1, 2, 3. Вот. И после этого следующую тоже я делаю пышный столбик. И затем столбик с накидом. У нас как бы как сетка получается, такая филейная сетка. Затем опять 3 раза обычные столбики с воздушными петлями в промежутке. 1, 2, 3. И в следующую пышный столбик. И так я вяжу весь ряд. Вот таким вот образом. В следующем ряду мы делаем 2 воздушные петли. И мы сдвигаем вот эти вот полные как бы квадратики в сторону. Мы начинаем сразу с пышного столбика. У нас получается такой рисунок. Вот. А здесь мы делаем просто обычную сеточку. Вяжем дальше сеточку. Делаем 5 раз эту сетку, воздушную петлю и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 и вот 5-ю.
И теперь в следующую мы вяжем пышный столбик. И столбик с накидом. Вот у нас сдвигаются по рисунку. Теперь мы делаем сетку только один раз. И уже в следующую делаем пышный столбик. А там, где была закрытая сеточка, мы ее делаем открытой. То есть у нас вот получается такой рисунок. Итак, мы вяжем весь ряд. В следующем ряду мы опять еще раз сдвигаем заполненные квадратики. Сейчас мы делаем 3 воздушные петли, 2 для подъема, как столбик, 1 для перехода. Вот. Делаем сейчас просто сеточку нашу. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Это всего, по-моему, 7 раз получается здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 7 раз. И вот сюда вот. И теперь мы делаем здесь, как бы по рисунку, дальше пышный столбик. И столбик с накидом. И дальше продолжаем также вязать. Мы делаем здесь 7 раз просто сеточку. И потом одну заполненную сеточку, заполненную пышным столбиком. Вот таким образом. Это 6-й. Воздушная петля, столбик. И теперь заполненный. Вот таким вот образом. То есть в этом ряду у нас всего 5 заполненных получится столбиков.